Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 28 января, суббота. Сегодня я хочу сделать краткое, но очень важное сообщение. Сообщение, которого мы ждали многие месяцы. Оно касается Второго фронта. Вы знаете уже из моих предыдущих видео, что в Украину прибыла группа инспекторов или ревизоров, которая подчиняется генеральному инспектору Соединенных Штатов Америки, который занимается расследованием любых возможностей злоупотребления с американской помощью, которая поступала в Украину после начала российской агрессии. Ревизоры прибыли. И, как я вам анонсировал еще дня 3-4 назад, одним из важнейших направлений их работы, пожалуй, беспрецедентным, будет открытие горячей линии, по которой можно будет позвонить, любой украинец может позвонить по этой линии и сообщить соответствующую информацию о коррупции. Я вам сейчас зачитаю текст. Вообще я вот это объявление об открытии горячей линии покажу вам здесь, в этом видео, а также сделаю его отдельным постом, потому что там есть номера телефонов, в которые можно звонить. Итак, текст. США преданы, да, текст написан в оригинале на украинском языке, поскольку касается Украины, но я прочитаю его на русском языке, дабы расширить, так сказать, аудиторию, потому что это, в принципе, касается не только Украины. Это должно касаться и России, так, по большому счету, и других бывших независимых государств из состава бывшего Советского Союза, в которых до сих пор процветает коррупция, и народы которых не знают, как от нее избавиться. Так вот, текст. Соединенные Штаты преданы поддержке украинского народа во время развязанной Россией агрессивной войны. Мы должны обеспечивать надзор за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины. Советуем конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США, включая Агентство по глобальным медиа, Агентство США по международному развитию, на соответствующую горячую линию, указанную ниже. Темы, по которым будет приниматься информация: коррупция, мошенничество, растрата средств, злоупотребление, ненадлежащее управление, а также пара других позиций, которые, может быть, вызовут ваше удивление. Это сексуальная эксплуатация или надругательство над людьми и торговля людьми. Что касается торговли людьми, здесь это включает в себя поставку женщин из Украины за рубеж во всевозможные бордели. Ну, должен сказать, у многих, может быть, это вызовет удивление, но это та практика, которая практиковалась, которая имела место в Украине весьма длительное время, и особенно при администрации Януковича. И дальше номера телефонов. Номера телефонов, горячие линии, их аж 3. Одна – Министерство обороны, вторая – Госдепартамент и офис Организации по международному развитию. Даны местные телефоны американские в Вашингтоне, в Нью-Йорке, а также для международных звонков номера телефонов, которые начинаются с 800, это бесплатные номера телефонов. Значит, могу поделиться практическими советами. Первый. Тут надо понимать, что американское правительство обеспечит конфиденциальность любому, кто позвонит, сообщит заслуживающую внимания достоверную информацию, вплоть до самых крайних мер. То есть защита будет в такой же степени, в зависимости от дела информации, как
американское правительство, его правоохранительные органы предоставляли свидетелям по делу о мафиозных группировках. Но это должна быть действительно информация, которая касается реально тех вопросов, которые здесь изложены. Она должна быть достоверной, желательно подкрепленная доказательственными. Лучше всего, если она будет документальная. Не стоит обращаться с вопросами, которые связаны там, не нравится кто-то, я думаю, кажется, все знают. То есть вот такая информация не проходит. Это действительно должна быть конкретная информация, чтобы не забивать эту горячую линию ненужными разговорами. Еще раз повторяю, то есть из Украины можно будет бесплатно позвонить по номерам телефона, которые начинаются с 800. Ну так, по большому счету, о чем говорит вот это объявление генерального инспектора, горячая линия генерального инспектора? Она говорит о том, что настал такой критический момент, когда американское правительство на украинском языке напрямую обращается к американскому народу, к украинскому народу. То есть то, о чем мы с вами говорили, нет веры уже заявлениям о соответствующих представителей Украины, о том, что мы боремся 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не покладая, у нас все шикарно, все отлично. Доверия всему этому нет, абсолютно. То есть это мечта. Вот я читаю же отзывы в ответ на те видео, которые я делаю по коррупции, начиная с весны. До этого мы об этом вопросе даже не говорили. Если вы помните, я имею в виду тех зрителей, которые слушают меня давно. То есть эту тему я поднял с весны, когда она начала проявляться и когда она начала угрожать национальной безопасности Украины. И продолжает она угрожать сейчас. И приняло это настолько беспрецедентные масштабы, что американское правительство решило напрямую обратиться к украинскому народу. Это уникальная ситуация. Я вам говорил, еще раз повторю, это окно уникальной возможности для украинцев. В мирное время, до войны, и если ничего с этой коррупцией сделать и сейчас, то и после войны, изнутри победить эту коррупцию практически невозможно. Уже пошли метастазы. Глубочайшие метастазы. А вот сложившаяся ситуация открывает уникальную возможность, потому что коррупционерам на любой должности, вплоть до самых высоких должностях, им необходима западная помощь. Без них в условиях войны справиться невозможно. И вот, наконец-то, Запад ставит вопрос ребром. Если вы хотите эту помощь, значит, вы должны бороться с коррупцией. То же самое будет продолжаться, если будет борьба с коррупцией, после победы, когда понадобится десятки, если не сотни, миллиардов, десятки, простите, сотни, если не триллион, то считали уже до триллиона. Понадобятся огромные деньги для того, чтобы восстанавливать Украину. Та же самая ситуация. То есть Запад уже сейчас ставит вопрос так: если вы хотите получить эти деньги, нужно очищение от коррупции. Таким образом, образуется, как на внешнем фронте борьбы с Путиным, где, собственно говоря, американцы, другие западные союзники объединяются с украинским народом, с ВСУ для того, чтобы победить в этой войне. Во внутреннем фронте Запад в лице США сейчас заключает практически, это контракт, если хотите, социальный контракт или международный контракт между американским правительством и украинским народом по очищению Украины от коррупционеров на всех уровнях власти. Многие коррупционеры, их тролли, люди, работающие на них в той или иной степени, прежде всего в средствах массовой информации, агентура Кремля, для которого коррупционеры в Украине являются важнейшим и одним из самых эффективных орудий
инструментов для осуществления своих интересов. Так вот, они могут тоже присоединиться к таким голосам, что, мол, это свидетельствует о том, что Украина не самостоятельное государство, где же суверенитет там, и так далее. Нет, это и есть суверенитет украинского народа, который заключает контракт социальный или международный с той силой, которая реально может ему помочь с одной из сильнейших, самых страшных проблем страны. Без решения этой проблемы у Украины нет будущего. Будет решена эта проблема на Втором фронте, Украину ждет блестящее будущее. Вот, собственно говоря, что я вам хотел сказать. Последняя капля, с моей точки зрения, которая привела к этой ситуации, это вот этот скандал с золотыми яйцами. То есть в Вашингтоне поняли, что дальше деваться некуда. После этого вы видите, что события развиваются просто стремительно. Этого могло бы не быть. Для этого, как только появились, это было в «Зеркало недели», да, первая публикация про эти золотые яйца, министр обороны должен был прийти или выйти публично сразу, или прийти на соответствующую комиссию Верховной Рады с контрактом, показать контракт. И на основании этого контракта, оригинальный контракт, который был подписан, и там доказать, что это все неправда, то, что было в печати, что это все клевета. И вопрос был бы тут же закрыт. Это первое. Значит, самый легкий, самый блестящий вариант. Второй вариант. Ну, допустим, там все это было правда в этом контракте. Ну, была коррупция. Ну, что поделаешь. Вовремя просигнализировали. Тогда должен был уйти в отставку не Ляпкин-Тяпкин, а минимум министр обороны, поскольку это произошло в его ведомстве. Вместо этого министр обороны и тот человек, благодаря которому его продвинули на эту должность, решили уйти в глухую несознанку, наивно полагая, а может не наивно, а от отчаяния, все равно уже деваться вроде некуда, надо биться до конца. Переводя стрелки, это в логике называется подмена предмета спора или разговора. Им говорят, ты украл, а он говорит, что министр обороны прошлый был плохой человек, неэффективный, и журналист, который эту информацию сделал публичной, он тоже морально неустойчив, скажем так, или какие-то еще у него есть недостатки. Но это для детей, это понятно. И вот это еще, вот эта отмазка тупая совершенно, смешная, если бы она не была такой трагичной, еще раз наводит на мысль о том, что речь идет о крупном, очень крупном дерибане. Значит, я думаю, что в эту линию одним из первых звонков должен быть звонок по поводу вот этого контракта о золотых яйцах. Второй. Мне присылали уже по почте электронной. И многие из вас, наверное, уже видели, в интернете гуляет уже пару недель еще один контракт, тоже касающийся Министерства обороны, по поводу ремонта автомобилей. И каждый из этих ремонтов якобы обходится в какую-то там астрономическую, невероятную сумму. Это тоже туда же можно запускать. Следующее. Поступает сообщение от бойцов на линии фронта, которые сражаются с агрессором, о том, что в течение не то что дней, не то что недель, месяцев они не могут получить то оружие, которое им так необходимо. Реально необходимо не только для защиты линии фронта, но и для защиты собственной жизни. Они без этого оружия, без чего воевать нельзя. Они просят американские джавелины, американские стингеры, которых в значительном количестве поставили США, Великобритания, я имею в виду НЛО. Но им многие месяцы отвечают, что их у нас нет, Министерство обороны отвечает. Потому что американцы еще где-то там чуть ли не с самого февраля, а то с марта, с апреля нам ничего не поставляют. Но тут если посмотреть просто на цифры, опубликованные Пентагоном, сколько было поставлено, в частности, стингеров, а их уже где-то около 10 тысяч, если не больше.
То есть там нанесли удар по запасам Пентагона такой, что теперь нужно несколько лет для того, чтобы это восстановить. То есть вопрос в следующем. Где эти ракеты? Почему их нет на передовой, там, где идут боевые действия, и куда они уходят? Может, их задерживают, может, их тоже за деньги. Это называется коррупция, мошенничество. Может, для того, чтобы получить на передовую эти стингеры или джавелины, надо кому-то заплатить на Министерстве обороны? Тоже большой вопрос. Короче говоря, вот это все нужно туда. Мошенничество, растрата средств, ненадлежащее управление. Вот это ненадлежащее управление. То ли это головотяпство, то ли это намеренное головотяпство, которое, значит, действует на руку врага. Ну и последнее. Значит, одна из отмазок, которая, я слышу, доносится из Киева, это там про КДБ, для русскоязычных скажу, это КГБ. Это якобы про меня. То есть это вот придумали все российские спецслужбы для того, чтобы скомпрометировать святых людей. Ну, Резникова, там еще кого-нибудь, кто повыше его. Вот. Ну и, как я уже сказал, эти святые люди могли элементарно отбить это нападение якобы на их репутацию, если бы они сделали то, что я вот только что вам сказал. Вместо этого вот эти завывания, повизгивания про ИПСО, про КГБ там и так далее. Мне здесь из Вашингтона сообщают, что представители, я так понимаю, господина Резникова, бегают по Вашингтону, выискивают пенсионеров из государственных служащих Соединенных Штатов Америки, которые могут там сообщить какой-то компромат на меня. Ну, что я могу сказать на это? Пацаны, хочу я сказать министру Резникову и тому, кто поспособствовал его назначению, вы заигрались в шоу-бизнес. Если у вас есть какие-то сведения о том, что я связан с российскими спецслужбами, не бегайте вы по пенсионерам. Обращайтесь сразу в ФБР. Это называется headquarters, да, штаб-квартира ФБР в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню. Найдите их телефон, позвоните туда. И там мы с вами встретимся. И там мы поговорим о том, кто работает на КГБ. Начнем с поездки в Оман. Непременно затронем тему о том, как Ермак открывал на президента Байдена, вернее, тогда он еще не был президентом, тогда президентом был Трамп, так вот, по заказу Трампа, открывал уголовные дела, он их несколько открыл в Украине, на будущего президента, нынешнего президента Байдена, ну, а далее по списку. И там же мы поднимем вопрос о том, через кого теперь проворовавшийся в Киеве пытается это дело, значит, сделать то, что называется в Америке obstruction of justice, то есть помешать расследованию, а затем и правосудию по поводу коррупционного дела, в котором они оказались, в которое вовлечены. И будет очень интересно, если среди этих американских пособников наших киевских коррупционеров окажутся трамписты. Это будет очень, очень забавно и интересно. Кстати, о трампистах. Трамп неожиданно активизировался. Это вот после Рамштайна произошло, когда запаниковал Кремль с анонсированием пакета последнего помощи Украине, в том числе и танков. И тут же начал проявлять бурную активность Трамп. Я вам говорил уже о тех твитах, которые он делал. А теперь он еще и видео сделал. В этом видео он клятвенно пообещал американцам, что если его изберут следующим президентом Соединенных Штатов, он закроет Америку железным куполом, как Израиль, и построит, как он говорит, на грани фантастики систему противоракетной обороны, ну и всю военную мощь Соединенных Штатов Америки. Почему он не сделал это, когда был президентом, он стыдливо замалчивает. Но, судя по поступающим сведениям, шансов на его избрание второй раз президентом, они стремительно ближутся к нулю. Поэтому, видимо, и эта карта Кремля будет бита.
На этом, дорогие друзья, пожелаю вам выдержки, мужества, уверенности в нашей победе. Ну и, как всегда, слава Украине, слава ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами и на внешнем, и на внутреннем фронте. До скорой встречи, дорогие друзья.